Всем привет, меня зовут Денис, я дизайнер, архитектор и руководитель строительной компании ПСК «Стройпроект». Наша команда занимается уже много лет перепланировками по 508 постановлению, дизайном, обустройством коммерческих и жилых помещений и антресольными этажами. За время работы у нас скопилось немало кейсов в области дизайна жилых и коммерческих помещений. Сегодня у нас на обзоре уникальный проект, сложный в своей реализации, но при этом он имеет место быть в нашей профессиональной копилке. Сегодня мы находимся в ЖК «Нау». Это уникальное место, которое расположено недалеко от центра, станция метро «Технопарк». Здесь располагается набережная Нагатинская. Преимущество и изюминка данного ЖК – это высокие потолки на последних этажах, что дает возможность нам построить антресольный этаж, сделать классные двухуровневые апартаменты со своим дизайном. Сегодня мы с вами познакомим с одним из наших проектов, поднимемся, поговорим о деталях, технических нюансах и дизайне. Идемте. Давайте пройдем в квартиру и познакомимся с нашим объектом поближе. Друзья, мы с вами находимся в квартире. Это помещение общей площадью 109 квадратных метров. Высота потолков 5,75. Присутствуют элементы монолитных пилонов, присутствуют элементы пенобетонных блоков. Заказчик при покупке данного жилья задался целью увеличить жилую площадь на законных основаниях. Для этого мы получили все необходимые документы, в том числе БТИ-план, вызывали экспертный центр и подготовили проект перепланировки по 508 постановлению, где предусмотрены все системы коммуникаций, вентиляции, водоснабжения и обустройство антресольного этажа. Поскольку у нас есть отдельные разделы проекта вентиляции, проекта водоснабжения, высоту потолков мы разделили, скажем так, пополам за счет антресольного этажа. И получается, что пол у нас от уровня нулевой отметки до отметки антресольного этажа 2,75 и там 2,75 на втором этаже. В рамках нашего дизайн-проекта конструктива антресольного этажа у нас предусмотрена лестница. Лестница в проекте у нас с парящими ступенями, консольные. Заказчик попросил сделать у нас имитированную стену. Стена у нас выполнена из металлических стоек. По завершению отделочных работ здесь будет у нас панель гипсокартонная. Сама консольная ступень, что очень важно, будет впоследствии отделана фальш-панелями светлых оттенков. Это такая клеевая основа, она будет клеиться непосредственно на металлическую часть. По перилам здесь будет стекло, триплекс, то есть стеклянная часть, она будет крепиться к полу, создавать воздушность, объемность, при этом выполнять все свои необходимые функции. В своей работе мы использовали антикоррозийную обработку с матовым оттенком. Это достаточно устойчивое покрытие с перламутровой крошкой, которая защищает металлоконструкцию и придает ей изящный вид. Переместимся с вами на второй этаж и поговорим о помещениях антресольного этажа.
На антресольном этаже у нас предусмотрено несколько помещений. Начнем с постирочной зоны. Почему здесь выбрано именно это помещение? Здесь канализационный стояк, который будет в дальнейшем облицован. Все это будет декоративно выполнено. Из постирочной мы попадаем в санузел. Здесь будет единственная ванная в этом месте и рукомойник. Санузел будет совмещенный как для детской комнаты, так и для родительской. Все помещения будут отделены перегородками, то есть они будут выполнены из гипсокартона. Переходим мы в детскую комнату. Здесь у нас будет зона диванов, то есть один диван будет с этой стороны, один диван будет сзади. Здесь по всему периметру будет выполнено остекление, для того, чтобы это давало воздушности, больше светопропускаемости. При этом для рабочей зоны мы поставим 2 стола и будут 2 монитора. Мы попали с вами в рабочую зону. Это небольшое помещение, оно консольного типа, максимально находится в воздухе. То есть вот эта балка и вот этот контур замыкается с помощью стены. Здесь будет стоять стол и компьютер. Мне нравится это помещение тем, что заказчик предусмотрел сетку. То есть это определенная такая зона, она воздушная. Сетка будет выполняться из ЗУС, это защитно-улавливающая сетка. Основным преимуществом этого помещения является подвесная спальная зона. Здесь будут 4 троса, на них будет подвешена кровать. Двуспальная такая кровать с видом на набережную. Это одно из самых любимых моих мест в этом помещении, поскольку данный конструктив предполагает вот такие вот изюминки, скажем так. По дизайн-проектированию у нас на стадии этапов завершения работ предусмотрен срок где-то полгода, 6-8 месяцев, скажем так. В части антресольного этажа необходимо соблюсти 3 важных пункта. Это нагрузка на существующую плиту, нагрузка на бетонное основание и эксплуатация самой части конструкции именно металлопроката. На антресольном этаже на потолочной зоне у нас будет вентиляция, то есть свод потолка будет немного опускаться. Для этого мы предусмотрели здесь все необходимые условия, то есть ревизионные лючки и так далее. Поскольку объект у нас находится в стадии чернового ремонта, мы можем с вами обсуждать только технические детали в части антресольного этажа и коммуникаций. Все эти разделы у нас согласованы в инстанциях, что дает нам право приступать к остальным видам работ, в том числе канализация, в том числе водоснабжение, сети, электричество и так далее. Это дает нам возможность впоследствии заняться чистовой отделкой, которая будет устраивать нашего заказчика. Спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Делитесь вашими впечатлениями, комментариями. Мы будем снимать для вас новые ролики, делиться классными планировками и новыми ЖК. Всем спасибо и до новых выпусков. Пока!